Всем привет! Меня зовут Елена. Весенние майские цветы. Цветы простые, но благодаря выраженной серединке они притягивают взгляд. Предлагаю вместе со мной сделать серединки, добавить тычинки и собрать эти яркие цветы. Для серединок я буду использовать детский самозатвердевающий пластилин китайского производства. Цвета очень яркие, ядовитые. Чтобы получить спокойный оттенок, нужно смешивать разные цвета. Сейчас я буду готовить пластилин для серединок зеленого цвета. Беру зеленый и коричневый. Отрываю небольшие кусочки пластилина. Оставшийся пластилин нужно обязательно закрыть в пакете, иначе он засохнет. Количество пластилина подбираю опытным путем. После смешивания смотрю, чего не хватает, и добавляю нужный цвет. Видно, как пластилин меняет оттенок по мере смешивания. Свежий пластилин очень мягкий, хорошо тянется и совсем не держит форму. Из пластилина я буду делать серединки с помощью вот этого молда. Это молд серединки анимона. Если делать серединку из свежего пластилина, то она будет сохнуть более суток. Достать ее из молда сразу не получится. Можно заполнить молд и положить его в морозильную камеру на полчаса и потом доставать для просушки. А я пластилин предварительно подсушиваю, оставив его примерно на полчаса, но мну его каждые 5-10 минут. Подсохший пластилин тянется не так сильно, чаще рвется, но отлично держит форму. Теперь можно делать серединки. Отрываю небольшой кусочек пластилина, скатываю шарик и вставляю в молд. Прижимаю. И достаю готовую серединку. Первый молд, который я сегодня взяла, мне не подошел. Серединки получились очень большие. Поэтому я взяла молды серединок ветреницы и цветов земляники. Беру кусочек пластилина побольше. Прижимаю его к молду и тут же достаю. Лишний пластилин, который остался вне молда, аккуратно скручиваю пальцами в ножку. В результате получается серединка на небольшой ножке.
Оставляю серединки подсохнуть примерно на час. Подсохшие серединки хорошо держат форму. Дополняю серединку тычинками. Беру тонкие маленькие тычинки, выравниваю их. И распределяю равномерно вокруг серединки. Закрепляю тычинки ниткой. В конце ножки нитку закрепляю клеем ПВА. Серединки можно замечательно комбинировать с тычинками разного цвета. Серединки для цветов готовы. Для цветов я взяла заготовки из китайского фоамирана насыщенного темного цвета. Их можно немножко осветлить при помощи краски меловых штемпельных подушек. Ссылки на шаблоны цветов и ножи для вырубки я оставлю в описании под видео. Обрабатываю заготовки зажигалкой. Лепесток складываю пополам, сжимаю пальцами у основания и зажигалкой прогреваю лепесток. Вот так получается. Все лепестки обрабатываю одинаково. Для одного цветочка понадобится 2 одинаковые заготовки. Заготовки из фоамирана склеиваю секундным клеем Космофен. В центре делаю отверстие шилом. На серединку с тычинками наношу клей ПВА. И вставляю в цветочек. Получился цветочек, чем-то похожий на перелеску или печеночницу. Желтый майский цветочек. Серединки из пластилина с тычинками или без чудесно подходят для цветов из разных материалов.
Если после просмотра видео у вас остались вопросы, загляните в описание под видео. Если ответов так и не нашли, пишите в комментарии, я обязательно отвечу. Я всегда очень рада любым вашим комментариям. Подписывайтесь на канал, будем творить вместе. Благодарю за внимание и до новых встреч!